Но вы от меня так легко не отделаетесь. Шучу, конечно. Работать будем. Силушки наберу и вперед. И тогда буду выпускать опять много видео. Буду стараться опять делать интересные видео, чтобы вам было хорошо на моем канале. Добрый день, мои дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Эрика Берлин, Deutschland. Многие из вас спрашивают, куда я пропала. Сегодня я расскажу вам мои планы на работу на YouTube, что я делаю в Испании, кто меня пригласил в Испанию. И я наконец-то временно отделалась от операции. Буквально еще 6 дней назад меня повторно оперировали, и до сих пор мне не очень хорошо. Очень обессилена, очень уставшая, мне нужен отдых. Я работала в буквальном смысле, я просто все время это не говорила. Говорила только, что творится в больницах, но я не говорила, что я буквально выходила из больницы пару дней и тут же садилась за комп или за камеру и снимала видео, чтобы не подвести своих подписчиков. Даже не ради того, как говорят, зарабатывать только деньги. Конечно, деньги нужны, и мои заработки сейчас минимальные. Нас пригласили в гости очень хорошие друзья. Они немцы, но они ездят по всем странам мира. Сейчас они в Южной Америке. Тоже расскажу. И у них здесь квартира. И вот они разрешали нам жить. И нам стоило только самолет и, конечно, проживание, ясное дело. Я немножко сегодня расскажу об этом тоже. Но это не значит, что я буду снимать все время видео об этом. Через буквально, так я думаю, 7 дней я начну снимать понемножку видео, опять же, на темы, что в мире, политики и так далее. Но мне надо срочно был отдых, я была на пределе, буквально на пределе. И я еле-еле, но несмотря на то, что я очень много летаю, выдержала 3 часа самолета. Это было, как говорится, хора, мучение. Такого еще у меня никогда не было, потому что все равно инсульт есть инсульт. И еще не прошел даже год. И когда тебя столько оперируют, а у меня в буквальном смысле было после инсульта, поломала руку, это было ужасно больно. Раздуто колено тоже было, когда я упала. Думала, поломала, слава богу, нет, но это был кошмар. Я снимала, это был ужас. Когда меня скинули с моста, когда я снимала на 9 мая, сволочи, фашисты. И ребята, потом у меня были операция на глаза, потом мне делали операцию на пах, меня заклинил нерв, то есть защемил, и это было дикие боли, я все равно снимала, мучилась и снимала, жила буквально наркотиков, иначе это бы не выдержала спать, я могла только в одном положении, и сейчас все равно не особенно хороший результат. Выкачивали гной, как будто как вот шишка там наш в шве, она давит на нерв в паху, и боли катастрофические. Живу на наркотиках, мне очень плохо. Этот год был просто катастрофический, я еще работала. Это больница была катастрофическое положение организации. Десятки дней я сидела по 10 часов, ждала проверок и так далее и тому подобное. Не было сил иногда встать с кровати. Вот такая вот абсолютно без энергии. И я уже думала, наверное, мне нужен 2-3 месяца, чтобы не работать на YouTube, иначе я не встану на ноги. Все равно некоторые видео, которые я снимаю, я делаю в общей сложности по 15 часов, и даже надо больше. Ребята, это такой длинный туннель, у них очень много гор, это просто класс. Я еще в таком длинном туннеле не ездила. Ты представляешь, как было строить через горы? У них остались такие старинные дома. Франко у них был. Ну, фашисты. И их не разбомбили тут, поэтому все это хорошо видно. Ребята, хотела вам кое-что сказать. Мой муж же первый вышел раз в город. Я еще дома была, уставшая после полета. И он сказал, какая чистота в Испании. Все идеально. Какое клише создала в Германии чистота. Господи, у нас такой чистоты, как здесь, это точно нет. Ребята, это просто меня, вот честно вам скажу, сразило. Идеально. Не сигаретки. Вот как будто бы вообще ничего такого.
Нет, ни капельки я нигде не видела грязи. И тоже у них здорово делают, видите, вот ставят такие контейнеры, выбрасывают мусор. У нас такого нет. У нас собираются, падает все, часто не убирают и все такое. Просто бесподобно все здесь сделано. Узкая дорога и к морю идет в бухте. И, старинные дома. Клон, прям наклон сумасшедший. Здесь все время то вверх, то вниз. Поэтому очень устаешь пешком ходить. Допустим, О, тоже сильные. Ой, какие здесь волны. Я думаю, а здесь прикольно. Вау, здесь прикольно. Только огромные волны, оказывается, тоже. Я ничего не понимаю, почему опять большие волны. Я надеялась, хоть здесь не будет больших волн. Что это такое вообще? Средиземное море. Hola. Привет, hola. ¿Cómo estás? Или ¿cómo estás? Bien. Хорошо. Как дела? Хорошо. Короче, ребята, мы сегодня были страшно удивлены. Цены за такие люксовские продукты, которые мы купили. Там одна рыба у нас даже в самых дорогих магазинах и редко продают свежая. На базарах, говорят, вообще только привозят из базара. Ну, то есть привозят прям с моря и продают. Но мы еще на базаре здесь не были. А вот рестораны дорого. Вот нас очень удивило цены. Я очень долго не была в Испании. Раньше Испания, конечно, была дешевле, чем Германия. Сейчас вот, я вам говорила, кое-что дешевле, кое-что дороже. Ведь только была на операции, выходила и сразу снималась болью совсем, потому что я очень люблю работу блогера. Тем не менее, силы были на исходе. И сейчас еще на исходе. У меня здесь я стараюсь, хотя здесь тоже не все идеально. У нас там в доме шум бывает и все такое. Хочется выспаться, потому что я стараюсь не так поздно в постель идти, чтобы отдохнуть, чтобы что-то увидеть, куда-то поехать. Все потихонечку делаем. Раньше бы я 10 раз выехала в одно, в другое место, а сейчас на 1-2 и уже еле живой. Море было, здесь вода намного прохладнее, чем, конечно, на Кипре. А так жарко, но на Кипре все-таки жарче, ребята. А так как у нас в Германии в этом году было очень короткое лето, только пару хороших дней, я столько измучилась, и я поняла, что если останусь в Германии, я не отдохну, даже если я на время прекращу снимать на 2-3 недели, потому что там всегда есть проблемы, там всегда что-то, здесь стараешься об этом не думать, конечно, подсознательно думаешь, но стараешься не думать. Другие, например, проблемы, я там на английском стараюсь помогать Петру говорить, а они очень плохо по-английски здесь в Испании говорят, все тут практически на испанском, но сегодня мы не могли выехать даже в подвале была парковка, и мы не могли выехать, надо было чек показать и выехать. А там автоматики, но не пускала. Она на испанском что-то спрашивает, а мой муж ей говорит, I'm not understand, only German or English. То есть по-английски или по-немецки. Она опять полякает на испанском что-то. Это на Кипре, конечно, по-другому было. Да и много стран, которые говорят. Даже в Турции говорят на многих языках. Тяжело. Это как Петр говорит, все правильно. Так в Германии надо сделать, чтобы все говорили только на немецком. А то скоро немецкий это будет не самый главный язык. А еще те беженцы и беженцы еще считают, что и на их языке надо говорить и учить. Муж вот тоже говорит. А как ты назвал твои знакомые в Южной Америке? Америки назвали. У нас вот эти друзья, которые в Южной Америке, вот они нам здесь квартиру дали. И они сейчас, по всем странам, они старше нас, она журналист, он кто-то еще тоже известный. И они по миру катаются. То они в Африке, то они там. Тоже уже в возрасте, и говорят, правда, она не такая больна, как я, но тоже болела. И они говорят, что вы не езжайте в тот район в Испании, кто понимает по-немецки, там, где живут пигментиатолоида, да? Пигментиатолоида. Это значит уважительная, в кавычках, форма для
черных для арабов, турков и так далее, которые у нас в Германии думают, что они пуп земли. Я ничего против народов не имею. Когда туда езжу, да, вот я к нему уважительно отношусь. Значит, вы приезжаете к нам, уважительно относитесь. Но когда вижу, вот сегодня ночью, до 3 часов ночи, их дети, соседи, приехали они сюда отдохнуть, орали, кричали, маленькие дети, это 3 ночи, я считаю, что был скандал и все такое, я считаю, что это ненормально, надо думать, это не их квартира, а квартира, в принципе, здесь сдаются очень дорого, дороже, чем квартира. Вот мы спрашивали, хорошие квартиры, слава богу, нам, ну, это попалось там через знакомых таких Южной Америки, которые немцы живут, и они то туда, то на Карибику, то еще куда-то, и там поживут, тут поживут. А где они сейчас живут? Какой остров? Парагвай. Ну вот, и здесь квартиры, ребята, просто бешеные деньги. Если вы как туристами приезжаете, даже если которые приезжают туристы на 2-3, скажем, ну, даже на 2-3 месяца, все равно вы платите. Ну, вот более-менее нормальная квартира, у нас не шикарная квартира. Вот за такую бы квартиру мы смотрели. Мы бы платили за месяц 4,5 тысячи, 5 тысяч, 6 тысяч. Я вообще в шоке, это просто, ну, понимаете, поэтому люди, которые берут эти квартиры, они, например, приезжают с семьей и делят на все, напополам, ну, тебе же надо еще лететь, тебе же нужно еще кушать продукты, 24 евро, это был шок для нас, стоит лежаконка, ну, пляжи, 24 евро. Я когда сказала, я говорю, wild, very expensive, очень дорого. Они говорят, ну, так вот наша фирма решила. Чего особенно? Там даже, я говорю, а почему-то до матрасов хотя бы не было. А вот на голом, как говорится, лежите. Я вообще в шоке. Я думала, Кипре уже подорожало, а здесь, на Кипре, на хорошем клубе, там тебе все стелили, разные еще полотенца и все такое. Я еще понимаю, там 24 евро, но это вообще что-то такое. Но когда вижу, вот сегодня ночью, до 3 часов ночи, их дети, соседи, приехали они сюда отдохнуть, орали, кричали, маленькие дети, это 3 ночи, я считаю, что был скандал и все такое, я считаю, что это ненормально, надо думать, это не их квартира, а квартира, в принципе, здесь сдаются очень дорого, дороже, чем квартира. Вот мы спрашивали, хорошие квартиры, слава богу, нам, ну, это попалось там через знакомых таких Южной Америки, которые немцы живут, и они то туда, то на Карибику, то еще куда-то, и там поживут, тут поживут. А где они сейчас живут? Какой остров? Парагвай. Ну вот, и здесь квартиры, ребята, просто бешеные деньги. Если вы как туристами приезжаете, даже если которые приезжают туристы на 2-3, скажем, ну, даже на 2-3 месяца, все равно вы платите. Ну, вот более-менее нормальная квартира, у нас не шикарная квартира. Вот за такую бы квартиру мы смотрели. Мы бы платили за месяц 4,5 тысячи, 5 тысяч, 6 тысяч. Я вообще в шоке, это просто, ну, понимаете, поэтому люди, которые берут эти квартиры, они, например, приезжают с семьей и делят на все, напополам, ну, тебе же надо еще лететь, тебе же нужно еще кушать продукты, 24 евро, это был шок для нас. Пляжи, 24 евро. Я когда сказала, я говорю, wild, very expensive, очень дорого. Они говорят, ну, так вот наша фирма решила, все такое. А где-то там 7, он сказал. И там ничего особенного. Там даже, я говорю, а почему-то до матрасов хотя бы не было. А вот на голом, как говорится, лежите. Я вообще в шоке. Я думала, Кипре уже подорожало, а здесь, на Кипре, на хорошем клубе, там тебе все стелили, разные еще полотенца и все такое. Я еще понимаю, там 24 евро, но это вообще шок. Первый вышел раз в город, я еще дома была, уставшая после полета, и он сказал, какая чистота в Испании, все идеально. Какое клише создала в Германии чистота, господи, у нас такой чистоты, как здесь, это точно нет, ребят, ну это просто, это мы сейчас в провинции едем, это не Аликанте. В бухте. И, ребят, это просто меня, вот честно вам скажу, сразило. Идеально, не сигаретки. Вот как будто бы вообще ничего такого нет. Ни капельки я нигде не видела грязи.
И тоже у них здорово делают, видите, вот ставят такие контейнеры, выбрасывают мусор. У нас такого нет. У нас собираются, падает все, часто не убирают и все такое. Просто бесподобно все здесь сделано. Идеально. Узкая дорога и к морю идет в бухте. И старинные дома. Такой наклон, прям наклон сумасшедший. Здесь все время то вверх, то вниз. Поэтому очень устаешь пешком ходить. Zaragoza, dann befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Вот эту бухту мы хотели посмотреть. Очень нам интересно было. Написано на... О, тоже сильные. Ой, какие здесь волны. Я думаю, а здесь прикольно. Вау, здесь прикольно. Только огромные волны, оказывается, тоже. Я ничего не понимаю, почему опять большие волны. Я надеялась, хоть здесь не будет больших волн. Что это такое вообще? Эти огромные, вот видите, контейнеры. Везде контейнеры. Средиземное море. Да, огромнейшее. Еще больше, чем нас там. Кошмар. Время сиесты. Все, когда тут увидят, говорят: «Hola, привет, hola, ¿cómo estás?» Или «Cómo estás?» Bien. Хорошо, как дела? Хорошо. Это просто сумасшедший ветер и огромнейшие волны. Огромнейшие. Прям кошмар. Хотя бы шляпа не упала. Хотели покушать, а они говорят: нет, 4 часа пауза, потом 6 приходите. Пляж. Он большой, но там такой ветер, я боюсь, прям волны огромнейшие. Сейчас покажу. Горно, очень большие волны, и купаться практически невозможно. Никто не в воде. Да уж. Пойдем посмотрим другую таверню. Вот такой бык стоит в горах. Испания. Я нахожусь в Испании. Сейчас в Меркадо, в магазине. Покажу мужа. Находимся в Меркадо. Меркадо — это самый большой, крутой магазин испанский. Здесь стоит хлеб вообще, обалдеть. Я сейчас покажу. 33 цента. 33 цента булочки. Один. У нас таких цен нету. Просто я в шоке. 3 штуки, 1,36. Это очень дешево. Только посмотрите. Так, подожди, а вот это вот сладкое у них, вот эти, сколько у них стоит? Ну, это дорого, у них 90, вот эти вкусные. Петра, вас издаст, что это такое, вот это? Сейчас вижу мармелад из томатов. Вообще продукты здесь просто офигенные, ребят. Вот я раньше жила в Испании, почти год на Тенерифе, я знаю. Давно не была в Испании, вот не очень-то хотела в Испанию, но так получилось. Тем более нам это ничего не стоит, кроме самолета. Я покупаю кефир. Кефир есть во всех странах мира, это точно поняла. Кефирчик стоит 1,20, ну у нас тоже 1,20. Берем, но он, правда, мне не очень нравится, у нас в Германии вкуснее. Я совершенно не пью алкоголь, совершенно, ребята. Ну, вообще ничего, даже на празднике. Поэтому я пью кефир и соки, томатные и так далее. Свежевыжатые. Я в шоке. Мы думали, что мы купили в Меркадо. Причем все, вот вообще такие все продукты, посмотрите. Только посмотрите. Раки. Здесь шикарно, ну, рыба, это вообще. Потом испанская, ну, посмотрите на испанский этот хамам или как хам. В общем, тут разные, боже, ребята, ну, посмотрите. Все тут, чтобы покупали, это просто, смотрите, это лам, я не знаю, как по-русски, как лам, баранина, ребята, молодая, вот эта вот молодая баранина. Молодая. Смотрите, вот такую рыбу.
Вообще, у нас такая рыба, там вот эта штучка будет стоить, наверное, 50 евро. Сыр дорогой с плесенью, я обожаю с плесенью. В общем, ребят, это вообще, что мы тут не купили, сейчас покажу. Вот, тут очень много всего. Смотрите, вот эта рыба, она вообще, смотрите, 8,26, но она, это шикарнейшая рыба. Разные вот эти ягненок. Вот здесь чего мы только не купили. Кстати, моя муж говорит, ну сколько думаешь будет? Сколько будет? 200, 300. Сначала 200, потом 300, 170. Сейчас покажу. Где-то счет. Смотрите счет. 170,63. Посмотрите, люксус продукты. Я вообще в шоке, честно. Просто в шоке. Что-то должно быть тоже хорошее. Вот. И в ресторане мы потратили, если рестораны очень дорогие, как у нас это, точно было здесь дешевле, это тебе не Кипр. В ресторане 120 это плохо, это так, евро. А мы купили на 170, на столько такие шикарные продукты. Ну только посмотрите, смотрите. Косточка. Так что живем, отпуск наконец-то. Обожаю вот такие томаты, красно-зеленые. Чудо. Они стоят 2,65. На жизни такие не купишь. Ну, такие будут стоить 10 евро. И то редко.